Ребята, всем привет! С вами Тулигенова Юля, и в этом видео мы с вами научимся, как написать email, электронное письмо по английскому языку для ЕГЭ на максимальные 6 баллов. Если вы готовитесь к ЕГЭ, то вам тоже это видео полезно, так как письма в ЕГЭ и ЕГЭ по сути не отличаются. Там есть одно маленькое отличие. Это вопросы, которые мы задаем другу в письме ЕГЭ и которых нет в письме ОГЭ. Ребятка, я вас прошу обязательно поставить мне сердечки и подписаться на мой канал, потому что я очень стараюсь, снимаю для вас полезный, качественный контент. Итак, давайте начнем. Первый момент я вам хочу напомнить то, что с того учебного года у нас с вами изменения в ЕГЭ, и не только по английскому, но и по всем предметам. Это связано с изменениями в ВГОСе. Поэтому сейчас будут изменения еще в ближайшее время, возможно, еще год-два, так что нужно очень внимательно следить за всеми документами для того, чтобы мы с вами делали задания по последним изменениям. Итак, давайте начнем. И я вам это сказала к чему? К тому, что раньше это задание было письмом, letter. С того года это стал email, то есть электронное письмо. Но по сути задание не поменялось. То есть как мы с вами отвечали на вопросы друга, задавали 3 вопроса, так мы с вами и делаем. Поэтому в целом, если в других пособиях, в каких-то более старых, написано, что это письмо, letter, или вы берете, например, задание с сайта FIPI, не важно, так как суть точно такая же. Итак, для начала давайте познакомимся с заданием. Вот так оно выглядит. И я прочитаю вам, но сразу на русском, для того, чтобы все точно на 100% поняли задание. Ты получил электронное письмо от своего англоговорящего друга по переписке Нэнси. Нэнси пишет: «Я знаю то, что у тебя вчера был день рождения. Где и как ты его отметил в этом году? Какие подарки ты получила, какой тебе понравился больше всего? Как ты планируешь поделиться фотографиями с вечеринки, если вообще планируешь? Кстати, моя старшая сестра переехала в Нью-Йорк. Что нам с вами нужно сделать? Написать письмо, ответив на все вопросы, задать 3 вопроса про новое жилье сестры. И не забываем то, что объем 100-140 слов. И мы должны не забывать про правила написания письма. Ребятки, напомню очень кратко несколько моментов. Первый момент. Это задание базового уровня А2. Это означает то, что вы, абсолютно все, неважно какой у вас уровень, на какой балл вы планируете, вы должны справиться с этим заданием. Поэтому, если так сложилось, то, что ваш уровень пониже, ребятки, сфокусируйтесь на заданиях базового уровня, так как их вы точно сможете решить, и лучше довести их до максимального балла. То есть это намного проще, чем тратить усилия на задания сложной или повышенной сложности. Так что сначала убедитесь в том, что вы решаете задания базового уровня, и потом уже идите дальше. Все это мы с вами делаем параллельно, но и к тому, что в ограниченном времени нужно все-таки делать упор на базовые задания, если вы понимаете то, что вашего уровня достаточно для того, чтобы получить высокие баллы. Следующий момент. У нас с вами 100-140 слов. Нам с вами дается некий такой люфт в 10 слов, в 10%, извините. И по факту мы с вами можем написать от 90, то есть от 100 слов 10%, 10, 90, до 154 слов. То есть от 140 10% 14, получается 154. Здесь есть момент. Что будет, если мы напишем больше или меньше даже уже вот этих цифр, 90, 154? Если в вашем письме 89 слов или меньше, то ваше письмо аннулируется. Ребятки, вам ставят 0 баллов, и ваше письмо дальше никто не проверяет. Если вы написали 155 слов или более, аннуляции не будет, вам не поставят 0 баллов, ваше письмо проверят, но проверяют только первые 140 слов. Вы спросите, почему не 154, если разрешили 154? Логичный вопрос. Ответ такой. Эксперты FIPI понимают то, что мы с вами не роботы. И написать слово ровно-ровно достаточно сложно. Ровно в количество. Поэтому нам с вами дали уже
такой некий люфт в эти 10%, то есть нам с вами пошли навстречу. И если уж вы даже этот момент не соблюдаете, то уж извините, мы возвращаемся к первоначальным 140 словам. И следующий еще момент. Нужно не забывать то, что наше письмо с вами в неофициальном стиле, но в рамках неофициального стиля проверяются 3 момента. Это обращение, завершающая фраза и подпись. И следующий момент связан с сокращениями. В письме вы можете делать сокращения, то есть можно писать doesn't, isn't, haven't вместо have not, does not и так далее. Сразу скажу, что вы с этого делать нельзя, потому что стиль другой. Но здесь есть момент подсчета слов. Я сейчас не буду подробно говорить про подсчет слов, но в целом мысль такая, что если вы написали doesn't, это считается как одно слово. Если вы пишете does not, это 2 слова. Поэтому, ребятки, если вдруг вы знаете, что у вас объем не получается, он у вас совсем впритык, то пишите полные формы, а не краткие, потому что таким образом у вас будет больше слов. Я сказала все основные моменты. Приступаем к написанию. Итак, первое. Это обращение. Я напомню еще раз, что обращение в неофициальном стиле. Например, Dear Nancy, запятая. Если другие варианты обращений, конечно, есть. Ребята, мы с вами можем написать письмо по-разному, но получит максимальные баллы. Так что, конечно, есть разные фразы для обращений, для завершающих фраз и для предложений связок. Я вам даю лишь один вариант. У меня нету задачи показать вам все возможные варианты. У меня задача написать с вами письмо на максимальные 6 баллов. Так что, если вы привыкли к другим фразам, и вы знаете то, что их точно можно писать, пишите их, пожалуйста. Далее, на новой строке пишем с вами благодарность за полученное письмо или выражение положительных эмоций. Это тоже один из новых моментов этого года. В общем-то, вы можете писать и то, и то. Вы можете, то есть благодарность у нас с вами обязательно, выражение положительных эмоций не обязательно, или. Я вам советую писать, потому что нам с вами нужно обязательно набрать минимально 90 слов, так что пишите 2 предложения. Например, Thank you for your email. It's great to hear from you again. Идем дальше. Переходим к основному абзацу, в котором мы отвечаем на все вопросы. Ребятки, мы с вами не можем начать отвечать сразу на вопросы. Это будет нелогично. А у нас с вами один из критериев – это логика. И поэтому мы должны сделать логический переход, и мы его делаем в виде предложения связки. Их тоже есть разные варианты, и я вам сейчас даю самый простой вариант, универсальный, который вы можете использовать в любом письме. Now I would like to answer your questions. После чего мы можем начать отвечать на вопросы. Здесь сразу такой момент скажу. То, что я учу своих ребяток сначала проанализировать вопросы и понять, все ли они на одну тематику, или, может быть, какой-то вопрос немножко выбивается. Зачем это делать? Вы помните то, что высказывание должно быть логичным. И если вот один вопрос выбивается, и вы понимаете, что вам сложно будет в рамках одного абзаца сделать логичный какой-то переход, тогда вы можете спокойно сделать 2 абзаца и ответить, например, в первом абзаце на 2 вопроса и в новом на 1 вопрос. Главное это сделать все равно логично связано, и главное не забывать то, что абзац не может состоять из одного предложения. Давайте посмотрим на наши вопросы. У нас все вопросы про день рождения, подарки, фотографии с дня рождения. Я не вижу, чтобы какой-то вопрос выбивался, поэтому я понимаю то, что я смогу написать абсолютно логично, сделать ответы на все вопросы в одном абзаце. Поэтому так и поступим. Итак, далее. По каким критериям оценивать будет эксперт наши ответы? Вы же понимаете, то, что если вы просто написали ответ, да, проверяется не само наличие, а, конечно же, есть некие критерии. Наши с вами критерии. Ответы должны быть полные, точные, развернутые. Что это означает? Полные – это означает то, что если в вопросе есть, например, 2 вопросительных слова, или 2 вопроса, или написано and why, мы с вами должны обязательно ответить на все эти части и на все эти вопросы. Давайте проанализируем наши. Допустим, первый вопрос where and how. Все, уже здесь есть 2 вопросительных слова.
Следующий момент – ответ должен быть точным. Это означает то, что вы не уходите в другую тему, отвечаете точно на поставленный вопрос. Вы знаете, здесь вроде кажется легко, но бывает, вы начинаете писать что-то по этой тематике, немножко потом уходите в какую-то тему, и в итоге у вас есть ответ, и он про день рождения, и он даже может быть достаточно грамотно написан и грамматически, и лексически, но при этом именно ответа на где и как у вас нет. Так что здесь внимательно. И третий момент. Ответ должен быть развернутым. Что это означает? Это означает то, что вы написали достаточно информации для того, чтобы удовлетворить интерес вашего друга по этому вопросу. То есть вы не можете написать одним словом, одним предложением, просто в доме, да, там мы отмечали в доме. У вас должно быть так составлен ответ, что по сути друг получил информацию, и у него не осталось вопросов. Все, он понял. Таким образом, у нас с вами еще раз 3 критерия. Полный, точно, развернутый. Когда я анализирую вопросы, я еще прошу своих ребят считать их количество. Давайте посчитаем их вот по этому принципу полноты, то есть посмотрим вот все части вопросов, чтобы понять реально, на сколько вопросов мы отвечаем, иначе, ребятки, вы потом просто какие-то вот эти элементы можете забыть, к сожалению. В первом 2 вопроса – where and how. Во втором 2 вопроса, тут 2 полноценных предложения, да? Какие подарки ты получил и какой тебе понравился больше всего. В третьем 1 вопрос. Планируешь ли ты, каким образом ты планируешь делиться фотографиями, да, если планируешь. Таким образом, у нас с вами 5 вопросов, и мы должны дать ответы на все 5 вопросов. Начинаем. Итак, ответ на первый вопрос. I celebrated my birthday in my holiday house. My friends and I played funny board games, listened to music, danced a lot and ate pizza. Давайте проанализируем. Ответ полный – да. Я ответила где? Ответила. Да, in my holiday house. Ответила как? Ответила. Что такое как? Как подразумевает действие? Да, то есть не просто мы отмечали в holiday house, нам было хорошо. Нет, как это именно, что мы с вами делали? Я дала достаточно глаголов. Я написала, что мы played funny board games, играли в всякие там веселые настольные игры. Listen to music, слышали музыку. Danced a lot, танцевали. Ate pizza, ели пиццу. Достаточно. Точный ответ? Точный. Я не ушла ни в какие другие тематики, я четко ответила на вопросы поставленные. Развернутый? Вполне. Мне все понятно, вопросов не остается. Следующий вопрос. Ответ. I received nice presents like books, computer games, a mobile phone and a skateboard. Most of all, I liked the skateboard, as I wanted to have it for a long time. Давайте проанализируем. Полный? Полный. Я ответила на первую часть, какие подарки получил. Ответила, я написала, что книжки, books, computer games, компьютерные игры, a mobile phone, мобильный телефон, и skateboard. Ответила. Вторая часть. Какой подарок тебе понравился больше всего? Есть ответ? Есть. Most of all, I liked the skateboard. Больше всего понравился скейтборд. Ответ точный? Точный. Я не ушла в другие темы, я ответила четко на поставленные вопросы. Развернутый, да? Я перечислила подарки, я объяснила, почему мне больше всего понравился скейтборд, потому что я давно его уже хотела. То есть, опять же, я достаточно так удовлетворила интерес друга по поводу этих вопросов. И третий, последний вопрос про фотографии. Первые 2 вопроса достаточно логично у меня соединились в тексте. А третий, я понимаю, что мне нужно сделать какой-то, не то чтобы переход, но я не могу сразу начинать, и поэтому я решила начать как as for the photos. А вот касаемо фотографий, да, I will upload them to my Instagram account so that all my relatives and friends can see them. Я загружу их в свой запрет-грамм таким образом, что мои родственники и друзья смогут их увидеть. Ответ полный. Полный, тут, в общем-то, и не было второго вопроса. Точный, я ответила на поставленный вопрос. Развернутый, да, все понятно. Понятно, куда я загружу, и понятно, что все мои друзья и родственники смогут увидеть фотографии с дня рождения. Итак, ребятки, второй, точнее, вот наш основной параграф, абзац, да, по-русски, мы написали. Далее переходим с вами к
вопросом, который мы должны составить по поводу нового жилья сестры, да, которая переехала в Нью-Йорк. По той же логике, как мы делали в предыдущем абзаце, мы с вами не можем начать сразу отвечать на вопросы. Мы должны сделать какую-то связку, да, то есть некий логический переход. И мы с вами тоже его делаем в виде предложения. Например, вы можете просто сказать, такая достаточно, более-менее универсальная фраза: «Я хочу больше узнать про», и пишем про кого или про что, смотря какой вопрос, да, например, by the way, I'd like to know more about your sister's accommodation. Но я напишу другой, я напишу, который больше по ситуации, то есть вы можете написать дать ваше отношение или реакцию к ситуации, я хочу ее дать. I'm happy to hear that your sister has moved to New York. Да, то есть я рада тому, что твоя сестра переехала в Нью-Йорк. И теперь, согласитесь, достаточно логично задавать вопросы. Какие вопросы я придумала? Первый. Does your sister live in a house or a flat? Твоя сестра живет в квартире или в доме? Честно скажу, я сначала придумала другой вопрос. У меня там было слово flat, а потом я подумала, а почему я решила, что flat? Ведь в Нью-Йорке очень многие живут в домах. И поэтому я решила спросить про само жилье. Где же она живет? В доме или в квартире? Следующий вопрос. How many rooms are there? Сколько там комнат? What color are the walls in the rooms? Какого цвета стены в комнатах? Какие тут критерии? Ребятки, вопросы должны быть, опять же, строго по тому, что спрашивается. Нам нужно было задать вопросы про жилье. У меня все вопросы про жилье. У меня вопросы не про сестру, не про Нью-Йорк, не ее переезд. У меня все про жилье. Дом или квартира про жилье. Сколько там комнат про жилье. Какого цвета стены про жилье. В этом моменте есть подвох. Дело в том, что не всегда задаваемые вопросы соответствуют ситуации. Они могут соответствовать, могут не соответствовать. Например, здесь мог быть вопрос. Задайте 3 вопроса про ее сестру. Тогда нам сами ситуация того, что она переехала в Нью-Йорк и живет там в новой квартире, не важна. Мы с вами просто задаем вопросы про сестру. Какие-то могут быть вопросы. What's your sister's name? How old is she? What does she look like? What is he like? What is she interested in? И вопросов еще очень много. Главное, чтобы этой информации не было. Например, если тут было бы написано, что моя сестра Мэри переехала в Нью-Йорк, задайте вопросы про мою сестру, и вы пишете What's your sister's name? Это будет минус, так как этот ответ у нас уже с вами есть. Итак, вопросы задали. Следующий момент. Мы с вами должны дать надежду на последующие контакты. Надежда на последующие контакты может писаться отдельно. Я ее пишу обычно отдельно, это логично. Но по критериям такого нету. Она может писаться вместе с вопросами. Да? Она может выглядеть write back soon. Напиши мне вскоре. Да? То есть я жду твоего письма. И, ребятки, точка. Далее у нас с вами идет завершающая фраза. Например, best wishes. После нее пишем запятую, и она пишется на отдельной строчке. И последний момент – это подпись. Подпись – это ваше имя. И пишем мы с вами в неофициальном стиле. Да, вы помните, что у нас с вами обращение было в начале Dear Nancy. Как раз-таки завершающая фраза, да, best wishes, и подпись Джулия пишутся в неофициальном стиле. Это означает то, что никаких фамилии нельзя, просто ваше реальное имя без точек и запятых. Мы с вами написали письмо. Ребятки, ученики, которые со мной занимаются, обычно пишут письмо за 15 минут. Я пишу это делать именно так, потому что на экзамене время ограничено. Задание относительно простое, уровень базовый. Подготовиться к нему, сделать его так, чтобы вы написали на максимальный балл за вот это ограниченное время, абсолютно реально. И писать нужно сразу на черновик. Итак, и теперь сделаем еще один момент. Давайте пройдемся по критериям, по которым оценивает наше с вами письмо эксперт. И убедимся, что мы с вами ничего не забыли и все сделали правильно. Вы видите табличку, по которой оценивает эксперт.
Первым делом эксперт считает слова, поэтому вы видите прямо первая строчка — это слова. И заметьте, не 100-140, а 90-154. Так как, еще раз повторюсь, если меньше 90 слов, эксперт дальше не будет проверять вашу работу и поставит вам нолик. Далее. Следующие 3 аспекта — это ответы на вопросы. Повторюсь, что ответы должны быть не просто наличие, их проверяется, а они должны быть полные, точные, развернутые. У нас с вами все было правильно. Аспект 4. 3 вопроса заданы. Ребятки, что здесь проверяется? Здесь проверяется то, что вопросы в рамках коммуникативной ситуации, то есть если нужно про жилье, вы задаете про жилье, а не про, еще раз, а не про ее сестру, про переезд, про Нью-Йорк или еще про что-то. И, конечно же, ваши вопросы должны быть грамотно составлены грамматически, потому что здесь еще проверяется ваше умение составлять вопросы. Если будут ошибки по грамматике, они будут в другом разделе, но в целом суть того, чтобы вы соблюдали коммуникативную ситуацию и правильно грамматически задавали вопросы. Аспект 5. Нормы вежливости. Я вам говорила про них. Благодарность за полученное письмо у нас с вами есть. Или, то есть не обязательно, выражение положительных эмоций от его получения, но мы решили написать. Надежда на последующие контакты. У нас эта фраза write back soon, она у нас с вами есть. Точнее, не фраза, а предложение. Далее, стилевое оформление. Да, я говорила, что у нас с вами в рамках неофициального стиля проверяется 3 момента. Обращение, завершающая фраза, подпись. Мы с вами все сделали правильно. Если по этим аспектам вы получаете 0, то есть у вас РКЗ, решение коммуникативной задачи 0, то также письмо дальше не проверяется, и вы получаете 0 за все задание. Организация. Логичность. У нас с вами все написано логично, резких переходов нету, все понятно. Деление на абзацы. Мы с вами все соблюдали правильно. Средства логической связи. Ребятки, они не обязательно должны быть, вот всякие эти фразы, знаете, допустим, personally I, но если они есть, они должны быть правильно, логически, опять же, вот в письме. Если их нету, за это вам не снижают баллы. Главное, чтобы у вас все письмо было логично написано. У нас с вами все логично, никаких резких переходов нету, о чем речь везде понятно, так что у нас с вами все хорошо. Обращение на отдельной строке. У нас обращение на отдельной строке. Завершающая фраза на отдельной строке. Она у нас с вами на отдельной строке. Подпись на отдельной строке. Все верно. Повторюсь, то, что надежда на последующие контакты не обязательно на отдельной строке. Видите, такого критерия нету, да? Но я ее пишу, потому что так логичнее, мне кажется. И последний момент языкового оформления. Это, соответственно, ваша грамматика, да, который ваш спеллинг, который должен быть правильным. У нас с вами ошибок нет, так что здесь мы с вами тоже получим максимальные 2 балла. Таким образом, мы получаем 2, 2, 2, максимальные 6 баллов. Ребятки, повторюсь еще раз, письмо — это далеко не самое сложное задание, поэтому я искренне считаю, что каждый должен его научиться писать и получить свои заслуженные 6 баллов. Если у вас есть все еще какие-то вопросы с письмом, вы не до конца разобрались, как его писать, или какие-то другие задания, пожалуйста, приходите ко мне. У меня есть и пары, и группы, индивидуальные занятия. Так что пишите. Все мои соцсети и прочее указаны, и все мои контакты указаны под видео. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, я вам с удовольствием помогу, потому что я понимаю, что экзамены и ЕГЭ — это сложно, и на это уходит много сил и времени, и я всегда стараюсь силы и время сэкономить своим ученикам и дать все максимально по делу, без воды, максимально разжеванно, все отработать, чтобы ребята шли уверенными на экзамены, уверенно выполняли задания, и вы получили свои заслуженные баллы и поступили в желаемый вуз на желаемую специальность. Я с вами на этом прощаюсь. В одном из следующих видео я обязательно напишу эссе, даже не одно. Я буду продолжать писать и эссе, и письма, и показывать другие задания. Так что, ребятки, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии, если вам понравилось видео. Если у вас какие-то есть вопросы, вы хотите что-то разобрать, тоже пишите в видео. И увидимся с вами в следующий раз. Все, всем пока. See you.